Вот они, две боковинки со звездулями готовы. Привет, дачники! Настало время для ящичка для цветов, обещанного маме. Обещание надо выполнять. Итак, осталось у меня, да и в принципе всегда есть у меня в наличии куча всяких кусочков фанеры. Вот из них мы ящичек и будем делать. Для боковинки с ручкой я уже нарисовала здесь форму. Здесь у нас будет звездуля. Вот, сейчас я буду все это вырезать. Я сейчас звездулю нарисую, будем вырезать. Звездуля на бумажке, а вот это копировальная бумага. Я по линейке обвела нашу звездулю. Сейчас буду вырезать по старой схеме. Сверлом на 10 сделаю дырочку, чтобы пилочка у меня вошла в деревяшку. И дальше по линиям. Сначала я все-таки придам желаемую форму нашей боковинки. Вот как здесь. Здесь я уже сделала. Но, конечно, я одену очки, иначе вы меня заклюете в комментариях. Две боковинки со звездулями готовы. Сейчас мы их хорошенечко зашлифуем, чтобы совсем сумасшедшая красота получилась. Еще раз и в этом видео повторюсь, что вот этот носик машинки, надо, кстати, насадочку заменить уже. Вот этот носик очень удобный, подлезть под всякие щели. Сами края мы тоже зашлифуем. Когда я делала свой ящик для инструментов, я особо не шлифовала, не заморачивалась. Красота там была не столь важна, а здесь все-таки ящик для цветов, для мамы, надо постараться. Вот, оцените работу. Все шикарно. В конце видео по традиции напишу точный размер ящика, чтобы вам просто не запариваться, а сделать ровно такой же. Мы с мамой рассчитали такой ящичек, чтобы вставали ровно 2 горшочка в диаметре 15 сантиметров. Дно у меня готово, я уже вырезала нужного размера. То есть вот так вот будет. А по бокам будет не как на моем ящичке, сплошняком стеночки, а я сделаю их из 2 речек. Ну как речек? Это наличник 4 сантиметра, 9. Фанера 9 миллиметров. Сейчас мне нужно будет обрезать речки с учетом 0,9 боковинок. Все, у меня готовые. Шесть речек, 2 боковинки, 1 днище, и потом мы сделаем ручку из каких-нибудь
вот таких тонких обрезков. Немножко зашлифуем, чтобы она была таким ровненьким полукругом. Краешки полукруглые были. По факту я, как получится, отмерю и прикрутим с двух сторон. Собираем наш ящик. Сначала я закреплю в серединке, чтобы не держалось, а потом всеми остальными саморезами затяну. Недавно в Леруа Мерлен обнаружила вот такую приспособу, то есть это сверло уже с зенкером. Не нужно 2 шуруповерта или постоянно их менять. Для меня это большое открытие. То есть дырочка получилась сразу с углублением под шляпку. Отрезала ручечкой по факту. Сейчас я немножечко шлифану. Вот что у меня вышло. Мама очень хотела бирюзовый ящик. Это я любитель всего белого. Я ей купила вот такое вот масло, акриловое масло на воде, предназначено для террас и мебели, для внутренней и для внешней мебели. Бирюза матовый, какое красивое креслице изображено. Придает насыщенный цвет, устойчиво к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям. Декоративное масло для садовой мебели. Влагостойкое покрытие, устойчиво к загрязнениям. В общем, так как ящичек вечно стоит, вечно будет стоять где-то под дождем, на земле, на травке, вот это масло то, что надо. Ну что, сейчас покажем маме, что получилось. Вот это да, даже не знаю, что тебе сказать. О, это вот именно то, что я хотела. С вот этими вот планочками. Классно, цвет вообще обалденный. Ну пойдем ставить горшочки. Я знала, что ты прям вот это и хотела. Ой. У нас же одна голова на двоих. Вот, это спокойно ходит. Это скоро зацветет. Классненько. Ну что, мамуля довольна? Очень, очень довольна. Классненько. Друзья, на солнышко. Посмотрите, какой цвет, когда будет солнышко. Ой, вообще вырви глаз. Вырви глаз. Ой, какой кадр красивый.